Друзья мои, всем привет! Сегодня я хочу поговорить о том, как подготовить свой аккаунт для боя в сражении «Рейд на резервуар». Данный ролик в первую очередь будет полезен новичкам, но возможно и бывалые бойцы тоже найдут для себя что-то полезное. Очень важно отметить, что на момент записи этого ролика навыки героев не работают в событии «Рейд на резервуар» должным образом. Разработчики планируют внедрить новую боевую механику для этого события после окончания третьего сезона Лиги резервуаров. А пока что для создания рейдов и одиночных атак нужно выбрать самых сильных героев, ориентируясь на их статистику, или же героев-резонаторов, если их особый навык улучшен до 4 уровня и выше. Более подробно о том, почему нужен именно 4 уровень навыка, вы можете посмотреть в ролике «Все о резонирующих героях». Ссылку я оставлю в описании к этому видео. Итак, приступим к стадии подготовки. До начала события «Рейд на резервуар» каждый игрок должен настроить формации, выбрать героев и нужное количество войск и сохранить эти марши. Перед настройкой маршей необходимо проверить таланты шефа. На военных талантах вы получаете бонус к лимиту похода. Как правило, очки таланта распределяются с упором на пехоту, так как в большинстве случаев именно пехота влияет на исход сражения. Также отвечу на довольно частый вопрос: влияют ли таланты экономики, а также бонусы поселения на увеличение скорости сбора ресурсов на скорость сбора воды на водосборниках? Ответ: нет. Время сбора одного полного водосборника фиксировано. Вы даже можете отправить одного солдата на сбор, время от этого не изменится. Следующий шаг – активация бонусов поселения или бафов. Самый важный – глушитель разведки. Он не дает врагам проводить разведку в вашем поселении. Это значит, что ваш противник не сможет узнать ситуацию в вашем поселении, сколько у вас войск и есть ли подкрепление в вашем штабе. Ему придется сначала атаковать вас, чтобы узнать, что у вас находится в поселении и можно ли вас сжечь, без последствий. Антишпион стоит 400 биокапсул на 2 часа, это недорого для вашей защиты. Кроме этого, можно добавить бонус к лимиту марша. Данный баф дает условное преимущество к общей силе одиночного соло-марша. То есть, чем больше войск, тем больше наносимый или блокируемый урон. Поскольку баф дает плюс 6 или же плюс 12% к лимиту марша, то вы становитесь сильнее на эти самые проценты. Например, ваш бой с противником 100 тысяч солдат против 100 тысяч. Вы проиграли бой, но открыв отчет, вы увидели, что у противника осталось всего 10 тысяч воинов. И в подобной ситуации бонус к лимиту похода может помочь вам победить. Конечно, не только количество солдат влияет на исход сражения, но это немаловажный момент. Помимо бонусов поселения, многие игроки для важных сражений на Лиге резервуаров активируют свои временные облики штаба и рамки. Это дает им временное повышение атаки и обороны отрядов на определенное количество процентов. Именно поэтому многие копят их в рюкзаке и не активируют сразу же, как только получают их в событиях. После этого можно перейти к сохранению маршей. Настройка формаций для каждого будет индивидуальна, так как все игроки имеют разное развитие и возможности, а также это зависит от занимаемой роли в команде. Базовая формация 65-15-20, где 65% это пехота, 15 наездники и 20 охотники. Как говорилось ранее, для основного рейда или марша выбираем самых сильных героев или золотых резонаторов с уровнем разделения силы 4 и выше. Сохраняем под нужной цифрой, как вам будет удобно, это первый основной марш. Последующие 3 сохранения делаем как игрок поддержки, который будет вступать в рейды или отправлять в подкрепление. В дополнение эти марши можно отправлять на водосборники. Не забывайте, если вы не рейдер, то важно иметь ваших самых сильных героев на базе. Ваша основная задача – не быть сожженными. Поэтому, пока вокруг строения идет активное сражение, держите ваш первый марш дома. Многие альянсы используют тактику выжигания в самом начале боя, потому что так у противника не будет достаточно игроков, которые смогут наполнять рейды. То, каких героев вы отправите в рейды, не важно, так как в рейде работают только ваши войска, а не ваша статистика. Статистика вам пригодится при обороне вашего поселения. О том, что при вступлении в рейды важен уровень ваших войск и лимит марша, мы говорили в ролике про таланты шефа. Ссылка будет в описании. Теперь разберем очень важный момент. Чьи бонусы будут работать в подкреплении, так как большинство игроков не замечают или не обращают на это внимания при удержании объектов.
Очень много случаев, когда сильные игроки думают, что они помогают чуть менее слабому, отправив им подкрепление в поселение или объект, но при этом не учитывают, что их вторые или даже третьи по силе герои имеют более низкую статистику, чем игрок, который немного слабее, но имеет более высокую статистику основных героев. Тем самым делают только хуже, так как в защите будет работать статистика более сильного игрока, даже со вторичными героями. Есть много примеров, когда плюс-минус равные игроки не могут определиться, что делать в подобной ситуации. Чтобы избежать этого, рекомендую топ-игрокам один из маршей сохранять без героев, либо отправлять только основной самый сильный сет героев. И третий вариант, при отправке подкрепления просто удалить героев, оставив только войска. Герои дают свои проценты к атаке и обороне войск своего типа, которые помогут повлиять на статистику обороняющегося объекта. Поэтому каждому альянсу и каждой отдельной команде рейда на резервуар нужно знать своих текущих лидеров и возможности каждого игрока. Конечно, следить за статистикой всех бойцов очень сложно, но вы команда, которая при общении, при участии в больших сражениях узнает друг друга и формирует стратегию дальнейшей совместной игры. А теперь предложу вам один вариант того, как можно проверить, чья статистика будет работать при обороне строения. Для этого вам потребуется второй аккаунт, не состоящий в вашем альянсе. Каждая отдельная группа может делать тесты в башнях альянса. Для этого рейдеры отправляют свои марши с определенными героями в башню. Затем со второго аккаунта отправить в атаку на эту башню одного солдата. В отчете вы сможете увидеть, чья статистика сработала. Таким образом, можно проверить ваших рейдеров и определиться, кто не должен отправлять свои не самые лучшие марши в подкрепление на объекты. Вы сможете проверить, перебьет ли ваш топ-игрок статистику чуть менее сильного игрока, при условии, что он отправит в подкрепление марш без героев или со слабыми героями. Конечно, этот процесс займет у вас некоторое время, но зато это поможет вам избежать неожиданных сюрпризов во время боя. Напомню, что при создании рейда игроки, которые вступают в рейд, не повлияют на статистику рейдера и не смогут ее перебить. Поэтому быть внимательными нужно именно при отправке подкрепления в водоочистительные центры, на бункера, в сражении за Капитолий и так далее. Также не стоит забывать о таланте «Массовый марш-бросок». Он дает бонус к лимиту марша, продолжительность действия бонуса 30 минут. Я не могу сказать вам, когда его активировать, это ваш выбор. Можно включить его непосредственно перед боем до момента сохранения марша, чтобы при сохранении этот бонус тоже учитывался. Либо в процессе сражения выйти в поселение, активировать навык и вернуться на поле боя, чтобы под конец сражения летать по карте и сжечь противника. Итак, считаем, что вы правильно настроили таланты шефа, включили необходимые бонусы поселения и при желании активировали временные облики штаба и рамки. Затем следует убедиться, что все ваши войска находятся в поселении, у вас нет подкрепления, а ваш госпиталь пустой. Если есть войска в призывном пункте, это не проблема. Вы можете иметь бойцов для вербовки, главное, чтобы госпиталь был пуст. Ваша подготовка на этом завершена, и остается дождаться окончания таймера, чтобы войти на поле боя. Вместо завершения напомню об одной фишке, о которой многие долгое время не знали, даже я. Навык «Мгновенное лечение» работает для госпиталя события «Рейд на резервуар». Используя этот талант, вы мгновенно вылечите 10% своих раненых отрядов. Это пригодится для игроков, которых сожгли в самом начале, и у них просто не осталось войск, чтобы наполнять хотя бы один рейд. Поэтому в процессе сражения можно вернуться в поселение, сменить таланты на экономику и пролечить свои войска. Еще добавлю, что ключ к любой победе в игре State of Survival – это коммуникация. И ваша основная задача – донести все, что я выше говорил, до ваших игроков. Кроме этого, у вас должен быть четкий план на целый час боя, и каждый участник рейда на резервуар должен знать, какова его задача. В самом процессе боя необходимо координировать и коммуницировать с игроками. На этом у меня все, друзья. Если вам есть чем дополнить процесс подготовки к бою рейд на резервуар, то пишите об этом в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и делитесь этим роликом со своей командой. Берегите себя и не бойтесь терять войска на воде. Всем пока!